Стамбул – город контрастов и город на двух континентах. Часть его располагается в европейской части, часть в азиатской. Отсюда и вся история города складывается, ведь он был столицами Византийской, Римской и Османской империи. Это крупнейший город Турции, главный торговый, промышленный и культурный центр, основной порт страны, по численности населения третий город в Европе, ведь в нем проживает по разным данным более 13 миллионов человек. Остановились мы в историческом центре Стамбула, в районе Султанахмет. В окрестностях отеля у нас находились самые главные достопримечательности Айя София и Голубая мечеть, которые мы и отправились посмотреть. Монументальное здание в окружении 4 стройных минаретов – центр притяжения для всех туристов, прибывающих в Стамбул. 1500 лет собор Святой Софии изумляет своей архитектурой, великолепными мозаиками и легко ощутимой аурой места и силы. На его стенах символы христианства соседствуют с арабской вязью, не смешиваясь, но взаимно дополняя друг друга. В мире найдется мало подобных исторических зданий, сохранивших свое роскошное убранство, несмотря на сложные перипетии. Билет стоит 60 турецких лир. У нас приорити пас, мы без очереди прошли. Ну, проходим очередь по безопасности. Сумки проверяют и идем смотреть. Собор Святой Софии построен на холме, где до 360 года находилось святилище Артемиды. Рассказывают, что в VI веке императору Юстиниану явился ангел с макетом грандиозного храма в руках. Для осуществления проекта в Византию привезли колонны из Эфеса и Ливана. Алтарь украсили рубинами, аметистами и жемчугом. Невероятная роскошь убедила русских послов в истинности православной веры, и они рекомендовали князю Владимиру принять именно ее. Однако в 1453 году Константинополь пал. Султан Мехмед въехал на коне в храм и повелел перестроить здание в мечеть. На стене у алтаря все еще виден отпечаток его окровавленной руки. Турки возвели минареты, мозаики побелили, стены занавесили верблюжьими кожами с начертанными золотом сурами из Корана. На долгие 500 лет Айя София стала крупнейшей после Каабы мусульманской святыни. Только в 1935 году Кемаль Ататюрк, основатель современной светской Турции, специальным декретом преобразовал ее в музей. По мозаикам в интерьере можно изучать эволюцию византийского искусства на протяжении нескольких веков. Изображение сидящей на троне Богородицы
в апсиде поражает своей человечностью и одухотворенностью. Над входом в храм выложен благословляющий паломников Иисус Христос, а перед ним коленопреклоненный император. После преобразования собора в мечеть мусульмане построили резной мраморный минбар, кафедру, с которой мулла обращаются к верующим. Он находится не на месте алтаря, а смещен к юго-востоку, чтобы молящие стояли лицом к Мекке. Неожиданностью для реставраторов стало обнаружение рунических надписей, оставленных на ступенях и парапетах варягами Византийской гвардии. Дресс-код: нельзя в футболках и в шортах. Женщина должна быть покрыта голова и плечи. Идем получать одежду. Сережа теряет дресс-код. Сережа юбочка такая, но она не намного длиннее, чем бриджи. И мне вот эти тоже нравятся. Сейчас мы идем в голубую мечеть. Приятного просмотра. Это поистине уникальное здание, которое имеет огромную архитектурную ценность. Ее построили по приказу турецкого султана Ахмета I, которому долгое время не удавалось выиграть ни одной войны, и Турция стала сдавать свои позиции. Чтобы снискать Божью милость, султан начал строительство всей своей жизни. Нет, вот видите репортаж. А там что? А там местное. Работы начались в 1609 году и были завершены только через 7 лет. В строительстве драгоценные породы камня и уникальный мрамор. А махриб, ниша для молитв, вообще был высечен из цельной мраморной глыбы. В ней же находится уникальный черный камень, привезенный специально из Мекки. Снимаю ботинки все. Дорвите мне. Бери 2, по одному положи. При возведении голубой мечети были использованы лучшие приемы византийского и классического османского архитектурных стилей. Должное внимание уделялось как инженерным конструкциям, так и декоративным элементам. Не зря главного архитектора, который руководил всеми работами, прозвали ювелиром. Декорировали здания особыми керамическими изразцами, расписанными синими и белыми красками. Благодаря им мечеть действительно кажется голубой. Их производили на старинной инцистской мануфактуре, которой пришлось выпускать свою уникальную и высококачественную продукцию только для данного строительства. Все торговые контракты с другими заказчиками были расторгнуты, и в итоге она разорилась. На этих плитках изображены различные цветочные орнаменты. Только тюльпаны тут присутствуют в 50 вариациях.
Еще одной особенностью голубой мечети является то, что в ней не 4, как заведено, минарета, а 6. Существует версия, что это архитектор что-то напутал и увеличил их число. Изначально в архитектурный ансамбль мечети входили также духовная школа, начальная школа, тюрбе, благотворительная организация, больница и караван-сарай, но 2 последних здания были разрушены.